Сегодня поговорим о раннем распознавании скрытого цирроза печени. Цирроз — это зарубцевавшаяся ткань печени, и с ним есть одна проблема. На начальных стадиях, десятилетиями, он проходит вообще без симптомов, вплоть до последней стадии, то есть вы можете не знать, что у вас цирроз. Однако есть симптом, который большинство людей все же испытывает — вялость и усталость. Но тому может быть и много других причин, так что это еще не показатель. Есть две категории цирроза. Компенсированный, когда организм компенсирует симптомы, и на этом этапе они не проявляются. И затем со временем развивается декомпенсированный цирроз, при котором вы начинаете испытывать эти симптомы. Вот некоторые симптомы, которые бывают при циррозе. Паукообразная ангиома — это когда на коже есть красная точка, из которой исходят как бы красные паутинки. Ксантомы — это небольшие холестериновые пятнышки, иногда в районе век. Они желтые, потому что печень не работает так, как надо. Желтуха, когда белки глаз желтеют, и кожа тоже начинает желтеть. Это из-за поражения печени. Истончается кожа. Вы больше не производите коллаген, и у вас кожа становится тонкой, как бумага, на руках и вообще на теле. Есть еще такая вещь, как асцит. Это скопление жидкости в области живота. Оно может выглядеть как жировое отложение, но на самом деле это жидкость, вытекающая из печени, формирующая выпуклый живот. Далее, гинекомастия — это увеличение грудной железы. Булавовидные ногти на руках, они имеют как бы квадратную расширяющуюся форму. Отечность нижних частей ног очень часто встречается при поражении печени. Нажмите пальцем на нижнюю часть голени, и останется небольшая вмятина. Это отек, опухлость, покраснение ладоней, спутанность сознания, синяки, кожный зуд, зуд в ступнях. Когнитивные проблемы. Ухудшаются фокусировка внимания, память, концентрация. Если поискать информацию о циррозе, можно узнать про очередь на пересадку печени, про поддерживающие препараты от других заболеваний. Но вам никто не скажет, что делать, чтобы избежать цирроза. Вам не посоветуют, что надо делать естественными методами. В этом вопросе много неясного, что я хотел бы сейчас разъяснить. Говорят, что цирроз связан с неалкогольной жировой болезнью печени, а неалкогольная жировая болезнь печени связана с диабетом, метаболическим синдромом и ожирением, то есть достаточно похудеть и справляться с симптомами диабета. Но никто не анализирует причинно-следственную связь, что зачем следует. Я прямо сейчас очень просто это объясню. Все начинается с состояния под названием инсулинорезистентность, а она возникает от алкоголя. А если у вас не алкогольная жировая болезнь печени, ее может вызвать вредная еда, высокоуглеводная диета, сахар, частая еда, препараты как лекарственные, так и наркотические. Даже вирусы могут спровоцировать инсулинорезистентность. При инсулинорезистентности у вас высокий уровень инсулина, и следом развивается воспаление. Инсулинорезистентность вызывает множество воспалений, а воспаление еще сильнее усугубляет инсулинорезистентность. Затем жирная печень. 65 миллионов американцев страдают жировой болезнью печени. Это невероятно, это огромная доля. Затем после жирной печени возникает рубцовая ткань. Она замещает клетки печени. И это называется цирроз, рубцовая ткань. То есть имеем сочетание жирной печени, воспаленной печени, затем наступает рубцевание, и печень перестает работать. То есть в итоге инсулинорезистентность приводит к жирной печени. Инсулинорезистентность является причиной диабета. И при диабете, я говорю про диабет второго типа, всегда есть инсулинорезистентность. Она провоцирует его, потому что инсулинорезистентность вызывает длительно повышенный инсулин. Затем наступает эффект выгорания, когда поджелудочная не справляется, после чего повышается сахар в крови, это преддиабет. Затем он поднимается еще выше, и это уже полноценный диабет второго типа. Метаболический синдром — это, по сути, высокий холестерин.
холестерин, проблемы с сахаром в крови, жир на животе — все это вызвано инсулинорезистентностью. Этот синдром обычно преподносят так, как будто он сам по себе является болезнью, но это лишь набор симптомов, вызванных инсулинорезистентностью. Ожирение вызвано инсулинорезистентностью, высоким уровнем инсулина. И цирроз тоже вызывается инсулинорезистентностью. Она является первопричиной всего этого. Если вы замечаете у себя эти симптомы, я рекомендую вам сосредоточиться вот на этом, исправлять инсулинорезистентность и смотреть, как это влияет на эти симптомы. Я дам в описании ссылку на подробную информацию об этом и о том, что надо делать. Спасибо за просмотр. Я хочу знать, что вы думаете об этом видео. Пожалуйста, оставьте комментарий и скажите, что думаете.